Приветствую, друзья! Сало – это часть нашей истории, нашей культуры, нашей души. На протяжении веков оно было пищевой силой, символом выживания и гордости украинского народа. Но знаете ли вы, что сало – это еще и ценный источник энергии и здоровья? Давайте вместе узнаем, чем же так полезен этот украинский деликатес. Немного из истории продукта. История украинского сала – это история самой Украины, плотно переплетенная с ее культурой, экономикой и даже политикой. Сало – это не просто еда, это символ украинской идентичности. Свиньи, предки современных домашних свиней, обитали на территории Украины еще в доисторические времена. Археологические находки свидетельствуют о том, что свинину употребляли в пищу еще в эпоху неолита. В период Киевской Руси свиньи уже были важной частью сельского хозяйства. Свиное сало было доступно для приготовления жира и энергии, особенно в холодное время года. Сало как основа рациона. На протяжении многих столетий украинское крестьянство жило достаточно скромно. Сало, в отличие от мяса, было более доступным продуктом, который можно было долго хранить. Сало стало незаменимым продуктом в рационе украинцев. Его ели в сыром, копченом, жареном виде, добавляли в каши, борщи, вареники и другие блюда. Сало прочно вошло в украинскую культуру и фольклор. О нем слагали песни, пословицы и поговорки. Сало часто упоминается в украинской литературе и искусстве. Сало стало символом украинской щедрости и гостеприимства. В периоды войны и голода сало было основанием для выживания украинцев. Во времена Советского Союза сало часто было дефицитным продуктом. Его нехватка еще больше укрепила его статус ценного и желанного продукта. В современной Украине сало остается одним из самых любимых и популярных продуктов. Разновидности украинского сала. Существует множество способов приготовления и употребления сала в зависимости от региона Украины. Соленое сало – самый распространенный вид. Сало засаливается солью, чесноком, перцем и другими специями. Копченое сало – сало, копченое на дыму. Имеет особый аромат и вкус. Жареное сало – шкварки. Сало, обжаренное до хрустящего состояния. Шкварки – обычная закуска и ингредиент для других блюд. Топленое сало – смалец, сало, перетопленное в жире. Используется для жарки и приготовления различных блюд. Сало сегодня. Сегодня сало остается важной частью украинской кухни и культуры. Его можно найти в любом украинском магазине или ресторане. Сало является популярным сувениром, который туристы привозят из Украины. В заключение. История украинского сала – это история народа, его традиций, выживания и навыков, которые радуют себя жизнью, несмотря ни на что. Сало – это не просто еда, это символ украинской души. Выясняем, необходимо ли включать этот продукт в рацион. Сало – твердый жир, который откладывается у животных в период их усиленного питания. Продукт употребляется в пищу в свежем, соленом, копченом, вареном, тушеном, топленом или жареном виде. Когда речь заходит о здоровом рационе, начинаются споры о том, полезно сало или вредно. С одной стороны, это очень калорийный продукт, в 100 граммов содержится около 800 килокалорий, и поэтому он вредит фигуре, вызывает ожирение и проблемы с сердцем. Однако, если употреблять сало умеренно и соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, от него можно получить и пользу. В среднем рекомендуется потреблять около 10 граммов в день и не более 100 граммов в неделю. Особенно хорошо сало подходит для рациона в период холодов, так как отлично насыщает и дает много энергии, а еще снижает тягу к сладкому. Сало практически полностью состоит из насыщенных жирных кислот, в том числе линолевой, линоленовой, арахидоновой, пальмитиновой, олеиновой. Все они ценны, так как служат строительным материалом для клеток, влияют на образование гормонов и участвуют в холестериновом обмене.
Арахидоновая кислота помогает организму бороться с вирусами и бактериями, улучшает работу головного мозга, сердечной мышцы и почек. В продукте содержится витамин D, который участвует в усвоении кальция, выработке и регулировании уровня гормонов, укрепляет кости и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, а также снижает риск заражения ОРВИ. Дефицит этого витамина может вызвать патологии системы, щитовидной железы и гипотиреоз. Есть в соле и витамин А, который укрепляет слизистые оболочки и поддерживает зрение, а витамин Е влияет на свертываемость крови, помогая предупреждать образование тромбов, улучшает эластичность крупных и мелких сосудов, замедляет образование холестериновых бляшек. Сало – это еще и источник селена. Этот минерал обладает антиоксидантными свойствами и помогает замедлить процессы старения в организме. Конечно, необходимо помнить и о противопоказаниях. Например, сало не рекомендуется есть тем, кто недавно перенес инфаркт, инсульт и страдает заболеваниями ЖКТ. Помните, что покупать сало нужно только в санкционированных местах торговли. Если вы берете продукт на рынке, убедитесь, что у продавца есть документы, подтверждающие качество товара. При выборе обращайте внимание на цвет сала, оно должно быть белого или розоватого оттенка. Красноватая мякоть свидетельствует о том, что животное забили ненадлежащим способом, и такой продукт невкусный. Сероватый или желтоватый оттенки означают, что мясо не свежее. Кроме того, мякоть должна быть упругой, поверхность жирной, но не липкой. Шкурка должна быть тщательно обработанной и без щетинок. Чем она тоньше, тем нежнее сало. При хранении сала следует тщательно упаковывать, так как оно имеет свойство впитывать посторонние запахи. Можно завернуть кусок в пергаментную бумагу или фольгу и поместить в контейнер или пакет, а уже после убрать в холодильник. Всем огромное спасибо за просмотр, и если информация была полезна для вас, подпишитесь и поставьте лайк. Всем удачи и пока!